Слышали про остров, на котором зарыты просто тонны золота? Пираты там столетиями прятали сокровища, а теперь их пытаются достать. Я расскажу вам про историю невероятного острова Оук и находки на нем, от подземных туннелей до страшных проклятий, которые забирают всех, кто приходит за золотом, но это будет в конце. А пока давайте буду идти по порядку. Let's go. Остров Оук – это скромный кусочек земли, который мог бы остаться незамеченным, если бы не загадочная история о поиске сокровищ и сотнях сломанных судеб. Как такое произошло? Эта история началась летом 1795 года, когда молодой парень по имени Даниэль МакГиннис увидел необычные огни, мерцавшие над ранее безлюдным островом. Зная, что земли Новой Шотландии не раз служили укрытием для пиратов, Даниэль предположил, что огни могут быть факелами. Он не мог отделаться от мысли, что, возможно, пираты выбрали этот удаленный остров, чтобы спрятать свои сокровища далеко от посторонних глаз. Это была нормальная практика для того времени. Если сейчас у бандитов офшоры, то тогда были тайные клады на пустынных территориях. Некоторые пираты могли поколениями складировать сокровища на одном и том же острове. Представляете, сколько там могло быть золота? Итак, полной решимости и воодушевленной возможностью обнаружить пиратские богатства, Даниэль не терял времени. Как только наступило утро, он в сопровождении двух своих друзей, Энтони Вогана и Джона Смита, отправился в экспедицию на остров. Прибыв на остров, исследователи вскоре наткнулись на засыпанную яму под одним из дубов. Яма была круглой формы и походила на вход в шахту или старый колодец. Не теряя ни минуты, группа начала раскопки. Их усилия были вознаграждены, когда на глубине примерно 3 метров их лопаты ударились о деревянные доски. Oh, hi, Mark. Однако после того, как были проломлены первые слои дерева, перед друзьями открылся темный проход, углубляющийся в неизвестность. Никакой лестницы или ступенек, просто темнота. Неизвестно, что могло их ожидать внизу, и ребята просто испугались. Как можете догадаться, желание разбогатеть просто так не отпускает. Когда Даниэль МакГиннис, Энтони Воган и Джон Смит были молодыми, их поиски клада на острове Оук казались их родителям лишь детской забавой, и они не одобряли этого опасного и глупого приключения. Однако все изменилось, когда мальчики повзрослели. На рубеже 19 века, уже в зрелом возрасте и располагая временем, средствами и необходимыми инструментами, они вернулись на Оук с твердым намерением завершить начатое. С новым товарищем, отставным капитаном ВМС Джо Селлерсом, они возобновили раскопки. Исследования углубились до 28 метров под землей, где команда наткнулась на неожиданные артефакты. На каждом 3-метровом отрезке шахты их ждали рукотворные перекрытия, а кроме того, они обнаружили уголь, шпаклевку и кокосовую мочалку, которая загадочным образом оказалась под землей на территории, где кокосовые пальмы не растут. Но самой загадочной находкой стал плоский прямоугольный камень с непонятными символами, напоминавшими древние письмена. О чем там говорилось, расшифровать загадочную надпись так и не удалось, но она подтвердила, что под землей могут быть спрятаны важные артефакты. Исследование продолжалось, и когда команда наконец добралась до камня, в шахту стала проникать вода. Используя щупы, друзья даже выявили предмет, который мог бы быть сундуком с сокровищами. Но из-за наступающей ночи они отложили продолжение на следующий день. Это решение обернулось катастрофой. К утру шахта оказалась наполовину затоплена, и все попытки откачать воду так и не привели к успеху. Чем больше времени проходило, тем больше слухов распространялось по округе. Спустя полвека после первых раскопок звуки лопат вновь пробудили вековые дубы острова Оук. Все началось совершенно случайно, когда двое жителей маленького городка Труро, решившие посетить загадочный остров, наткнулись на землянку с чудом сохранившимся дневником лендлорда Джо Селлерса. В нем были подробно описаны предыдущие попытки поиска клада, что вдохновило новую группу энтузиастов продолжить начатое. Не теряя времени, новая команда кладоискателей начала с разведочного бурения шахты. Все шло гладко, пока на глубине 29 метров они не столкнулись с неожиданным препятствием. Когда бур был извлечен наружу, среди земли и осколков досок, кто-то заметил звенья золотой цепочки. Находка подстегнула уверенность команды в том, что на дне шахты действительно что-то ценное скрывается. Представляете их счастье? В то же время произошло еще одно важное событие. Профессор Джеймс Лейчи
из университета Далхаузи заявил, что ему удалось расшифровать давно найденные письмена на камне. Согласно его словам, надпись гласила: «На 12 метров ниже 2 миллиона фунтов погребены». И да, тогда подразумевались золотые монеты. Эта новость еще больше воодушевила искателей, которые неуклюже и спешно начали откачивать воду из шахты, что, к сожалению, привело к ее еще большему затоплению и обвалу. Однако этот инцидент не остановил поиски сокровищ. Когда новости о денежной шахте достигли прессы, началось настоящее кладоискательское безумие. Остров Оук был буквально захвачен искателями приключений, среди которых был даже будущий президент США Франклин Рузвельт. Он лично инвестировал значительные средства в поиски сокровищ на острове, но, несмотря на все усилия и вложения, так и не смог добраться до клада. Что было дальше? За последние 150 лет остров Оук превратился в настоящий клондайк для кладоискателей. Работы по поискам клада сменяли друг друга одна за другой, и каждая новая экспедиция приносила с собой все более современные технологии. Лопаты и кирки уступили место бульдозерам, радикально изменившим ландшафт острова. Техники бурения совершенствовались, шахта углублялась, а находки становились все более необычными. На глубине 38-39 метров были обнаружены такие предметы, как топор, часть якоря и кирка, последняя из которых, судя по маркировке, была изготовлена в Корнуолле. Это вряд ли можно было считать сенсацией, учитывая количество проведенных на острове экспедиций. На 40 метрах искатели наткнулись на камень необычной сердцевидной формы. Еще глубже, на 48 метрах, они откопали дубовый сундук, спрятанный в каменной рубашке, но, к сожалению, он был пустым. На глубине 51 метра был найден лист железа, что тоже помотало нервы искателям, ведь они были уверены, что это крышка сундука, обитая металлом. Но наиболее страшная находка была сделана в 1971 году, когда кладоискатель Дэниел Бленкиншип опустил портативную камеру на трасе в подводную пустоту, отклоняющуюся от основной денежной шахты. Пустота или грот, очевидно искусственного происхождения, содержала в себе нечто удивительное. Мимо камеры проплыла странная человеческая рука. К сожалению, этот момент не был зафиксирован, оставив место для многочисленных предположений и домыслов. Представляю, насколько перепугались участники экспедиции. И неспроста. Неизвестно, когда именно денежная шахта на острове Оук получила свое прозвище «проклятая», но со временем этот термин закрепился за ней всерьез и надолго. Многочисленные попытки найти здесь клад принесли не только разочарование, но и настоящие трагедии. Знаменитости вроде Франклина Рузвельта и исследователя Дэниела Бленкиншипа потратили значительные средства и уехали с острова с пустыми руками. Но для некоторых последствия оказались еще более печальными. По последним данным, в погоне за легендарным сокровищем жизнь потеряли как минимум 6 человек. Некоторые утонули, другие погибли под обвалами или стали жертвами болотного газа, который часто встречается в подобных местах. Еще около сотни получили различные травмы, и несколько искателей остались инвалидами навсегда. Шахта забирала жизни, но сокровища не отдавала. Тем не менее, несмотря на опасности и проклятия, поиски не прекращаются. Интересно, что с течением времени вокруг проклятой шахты начали появляться люди, которые стали находить свою выгоду в этих поисках. Экстрасенсы и колдуны, предлагающие свои услуги наивным кладоискателям, продолжают пожинать плоды с этого мистического места, укрепляя его репутацию проклятой шахты. Местные легенды и слухи о зловещих силах, скрытых в глубинах шахты, только добавляют острову мрачной славы. Но даже это не останавливает тех, кто мечтает найти сокровища и разгадать загадку острова Оук. А что сейчас? Ведь технологии заметно шагнули вперед. Сегодняшняя денежная шахта на острове Оук углублена до 58 метров, что значительно превышает 12 метров, о которых упоминалось в таинственной надписи на камне. Несмотря на это, клад так и не был найден. Но это не останавливает новых искателей приключений. Братья Рик и Марти Лагина возобновили поиски этого загадочного сокровища, и их усилия стали основой для популярного документального сериала «Проклятие острова Оук», транслируемого на телеканале History. За последние десятилетия сериал раскрыл множество интересных находок и показал реальные продвижения в поисках. Одним из важных открытий стал колодец,
датируемый 1735 годом, что на несколько десятилетий раньше официального открытия денежной шахты. Анализы воды показали высокое содержание золота, а также следы золота были найдены в древесных образцах, что поддерживает предположение о наличии клада. Но это не все. В районе Смит-Коув обнаружены уникальные артефакты, включая свинцовый крест, датированный XIV веком и связанный с Южной Францией. Это поддерживает теорию о связях острова с рыцарями-тамплиерами, которые могли использовать этот остров как схрон еще до пиратов. Также были найдены кокосовые волокна и искусственная дренажная система, вероятно, созданная для защиты сокровищ от воды. Среди других замечательных находок – деревянное ограждение, часть древнего дока, возраст которого превышает 300 лет, и китайский монетный жетон, датируемый более чем 1300 лет назад. Эти находки указывают на международные связи древних обитателей острова. Эти открытия не только порождают новые загадки, но и привлекают все новых исследователей, желающих раскрыть тайны Оук. И вот еще одна странная и пугающая находка. I don't think you have the facilities for that, big man. В пятом сезоне сериала «Проклятие острова Оук» на глубине около 50 метров в одной из шахт были обнаружены фрагменты костей. Исследование показало, что одна кость принадлежала человеку с ближневосточными корнями, а другая – с европейскими. Эти находки вызвали массу вопросов. Как кости могли оказаться на такой глубине? Кто эти люди? И каким образом они связаны с возможным сокровищем? И нет, это не из свежих золотоискателей, а люди, которые пролежали в земле несколько сотен лет. Самое странное, что кости оказались слишком хорошо сохраненными для своего возраста, что вызывает еще больше загадок. Как они могли так долго находиться на такой глубине в шахте, оставаясь в таком состоянии? Эти открытия наталкивают на мысль, что на острове Оук происходило нечто более зловещее, чем просто поиски сокровищ. Эта находка порождает массу теорий. Возможно, остров использовался не только для укрытия сокровищ, но и как место, связанное с древними ритуалами или конфликтами. Некоторые даже предполагают, что на острове могли проводиться человеческие жертвоприношения или тайные обряды, что объясняло бы присутствие костей людей из разных частей света. Остров Оук продолжает хранить свои мрачные тайны. И каждая новая находка лишь усиливает его репутацию как одного из самых мистических и загадочных мест на Земле. А знаете, что говорят местные, которые живут недалеко? Про остров Оук ходит легенда о таинственном духе, который на протяжении веков заманивает искателей приключений и кладоискателей. И никто не может покинуть остров без его следа. По преданию, когда-то, задолго до появления первых колонизаторов, на острове жила древняя цивилизация, которая спрятала свои сокровища глубоко под землей. Чтобы защитить свои богатства, они призвали могущественного духа, который поклялся защищать остров от непрошенных гостей. С тех пор каждый, кто приближается к разгадке тайны денежного колодца или находок, сталкивается с необъяснимыми явлениями. Есть множество свидетельств о том, что искатели часто теряются в собственных раскопках или встречают неожиданные неудачи, от внезапных обрушений шахт до беспричинных поломок оборудования. В воздухе вокруг острова часто витает чувство тревоги, как будто сам остров предупреждает: «Не трогай мое сокровище». Особенно известна история двух братьев, которые в XIX веке отправились на остров с целью найти золото. Один из них утверждал, что во время раскопок слышал голоса, шепчущие ему: «Остановись, пока не поздно». На следующее утро его напарник исчез без следа, и ни одна экспедиция не смогла его найти. Брат покинул остров в ужасе, убежденный, что дух острова унес его в мир мертвых как предупреждение для всех остальных. Считается, что именно его руку потом видели под водой. С тех пор каждый новый кладоискатель чувствует необъяснимое притяжение к острову, словно неведомая сила подталкивает их к раскопкам. Однако местные жители убеждены, что дух острова играет с их жаждой богатства, заманивая все новых искателей в ловушку, из которой не выбраться. Те, кто осмелился вступить на остров, рассказывают о странных снах и видениях, предсказывающих катастрофы или предупреждающих о надвигающихся опасностях. Но есть и альтернативный взгляд на всю эту историю. Некоторые ученые называют остров Оук островом мистификации. Почему? На самом деле,
до середины XIX века, когда впервые были задокументированы действия новошотландской экспедиции и компании Онслоу, не существует прямых свидетельств о начале раскопок на острове. Рассказы XIX века зачастую основываются лишь на утверждениях людей, заявлявших о своем участии в поисках клада. Просто мифы и портовые истории, которые не имеют никаких доказательств. Ситуация усложняется тем, что многие считают, что звенья цепочки, якобы найденные на острове, были подброшены копателями для привлечения финансирования будущих экспедиций. Сам камень, упомянутый в инвестиционном проспекте Oak Island Treasure Company в 1893 году и датированный началом XIX века, был зарегистрирован только в 1862 году. Ни камень, ни надписи на нем не были зарисованы или сфотографированы до 1949 года, откуда и берутся все современные переводы. Кристина Даунс, кандидат наук и управляющий редактор журнала исследований фольклора на базе Университета Индианы, призывает к скептицизму по отношению к легенде о проклятии острова. Она отмечает, что рассказы о проклятиях и загадочных шифрах часто используются для придания веса необоснованным утверждениям. Даунс утверждает, что многие истории о сокровищах обладают общей структурой. Сокровище теряется, история повторяется как факт, а сложность в его поиске служит подтверждающей формулой, добавляемой к легенде для увеличения ее достоверности. Несмотря на отсутствие доказательств существования проклятия, сама легенда продолжает играть ключевую роль в сокращении числа охотников за золотом. Многие действительно боятся погибнуть в этой шахте. А что вы думаете про всю эту историю? Удастся ли в итоге добраться до золота? Ведь пробы показывают, что действительно золота там много. Пишите в комментариях, я с удовольствием почитаю, и не забывайте подписываться на канал. И да, если вы любите интересные истории, умеете писать сценарии, монтировать или озвучивать ролики, то переходите в Telegram-бот по ссылке в описании, буду рад с вами сотрудничать. Спасибо за просмотр, друзья!